Всем привет! Вы на канале My Hobby House. Наконец-то у меня снова выходит мое большое полноценное видео. И я сегодня к вам с обзором тома Nature. В одном из недавних своих коротких видео я говорила о том, что том Nature для меня стал чем-то таким максимально удобным, комфортным, идеальным по соотношению легкости, сложности, разнообразности картин. Поэтому мне кажется, что будет интересно сделать обзор на этот том. Он не самый популярный, но тем не менее у многих девочек и мальчиков, кто увлекается раскрасками Дисней, он есть. Возможно, вы сомневаетесь, приобретать ли этот том, либо не приобретать, и я хочу вам рассказать про него больше, чтобы помочь вам в вашем выборе. Итак, погнали. Что это за том? Это том, который отличается от других томов тем, что здесь только собраны все сюжеты, связанные с nature, то есть с природой. То есть это не том по номерам, то есть там том 8, 9, 10, а отдельный том с природой. Он внешне выглядит точно так же, как и все остальные тома. У меня это французская версия. Какие здесь сюжеты? Начну с сюжетов, начну с ответов. Сюжеты здесь максимально разнообразные, максимально интересные. То есть здесь представлены абсолютно разные мультфильмы, абсолютно разные сюжеты. То есть это не какой-то монотон типа «Русалочки», либо «Лило и Стич», где вы будете раскрашивать только героев одного и того же мультфильма. Абсолютно нет. То есть здесь у нас и Алиса, здесь у нас и Ваяна, здесь у нас и Белоснежка, здесь у нас и Золушка. Это всего лишь только один разворот. Как вы видите, то есть это не портретный том, где у нас одни персонажи в виде портретов, они не двигаются, они такие застывшие, неинтересные. В отличие от 4-го тома, либо тома с портретами, с Аладдином, здесь мы видим персонажей в движении, и это не может не радовать. Также появляются более какие-то мелкие детали. Есть также такие известные, знаменитые картинки, сюжеты, которые мы могли наблюдать в других томах. Например, мне кажется, что вот эта картинка с русалочкой, она была представлена где-то в других томах. И это так на самом деле и есть, что такие тома, они, как правило, такая сборная солянка из разных томов. Можно встретить некоторые повторные сюжеты, если у вас есть много томов. Вот, не знаю, великолепный, просто великолепный выбор иллюстраций. Жасмин, Дональд, Нерида, даже с Винни-Пухом мы видим ослика. Смаугли, Король Лев. Такое разнообразие. Да, есть, конечно, картинки, которые менее удачные. Вот, например, вот эта картинка, ну, мне совсем она непонятна, неинтересна. Да, ну, такая очень простая для раскраски и что-то напоминает, как том портреты, где у нас большие области для раскрашивания. Очень яркие такие, например, здесь серия Микки Маус есть. Боже, у нас есть даже в поисках Немо. То есть мы понимаем, что это у нас не только Дисней сюжеты, но и различные другие собраны интересные персонажи. Например, у нас Чип и Дейл, Тимон и Пумба, Далматинцы. Всеми, как по мне, здесь больше персонажей, которые знакомы именно мне. Из тех мультиков, которые я смотрела даже. И мне приятнее смотреть на эти иллюстрации. Поэтому мне этот том и нравится.
Ну и в принципе сами сюжеты, они поинтереснее. То есть какие-то есть элементы, кроме главных персонажей, где нам нужно пораскрашивать что-то еще. Да, есть, конечно, и такие более портретные изображения, например, как это, но все равно у нас есть какой-то интересный фон. То есть не просто на фоне там один либо два цвета, какие-то абстракции, а какая-то природа. То есть у нас, так как это nature, у нас все персонажи на природе где-то находятся. Это просто обожаемая мной картинка. Интересные иллюстрации. И, пожалуй, из всех иллюстраций, которые я сейчас здесь вижу, мне не понравилось, так что, ну, откровенно не понравилось, только одна. Я вам ее показывала, да? Вот эта, которая у нас там с тремя буквально цветами. Где же она? Где же она? Вот это. Пегас. Ну, мне она просто кажется неинтересной. Все остальные иллюстрации интересные. Дальше. Какая здесь прорисовка элементов? Во-первых, здесь сам разворот, он более удобный. Здесь сделали отступ от картины, точнее, основания, там, где проклеиваю, да, нашу книгу, сделали чуть больше отступ. И, соответственно, гораздо проще добраться до края иллюстрации. Сама прорисовка вот этих вот цветов, она такая не яркая, можно сказать, где-то серая, но все элементы очень четко видно. Все элементы четко видно. Давайте я вам сейчас покажу те картины, которые у меня готовы из этого тома. Как ни странно, я так расхваливаю этот том, но на самом деле у меня не так много картин готово. Просто потому, что я последние месяцы сбавила свои темпы вообще по раскрашиванию. Это связано и с тем, что я переехала, и с другими обстоятельствами по здоровью. Мне сейчас просто тяжело это делать, но я не бросаю это хобби, мне по-прежнему это интересно. И когда у меня наберутся силы, есть свободное время, настроение, я сажусь и кайфую, и говорю себе, а почему я этим не занимаюсь каждый вечер. Итак, начнем. И я решила, что в этом томе, так как мне нравятся все картины, я буду их раскрашивать по порядку. И вот она первая картина. Это я решила недавно. Вот она первая картинка. Она не первая была в этом томе, скорее она последняя. Возможно, вы видели в коротком видео эту картину. Мне она нравится, хотя здесь были приколы. Мне закончился коричневый, здесь коричневый, можно сказать, в 1,5 слоя, но это не так сильно бросается в глаза. В целом мне нравится эта картина. Почему? Потому что здесь есть мелкие какие-то детали. Этот котик, хоть зафукали котика, сказали, что он почему-то зеленый, но, может быть, так камера передает, но он не зеленый, и на самом деле здесь стопроцентное там почти совпадание с этим цветом, который здесь был. А, Дальше, вот такая картина. Это одна из первых картин, которую я здесь рисовала. Вот такая картина. Мне здесь не совсем нравится, как подобраны цвета, но тем не менее неплохо, неплохо. Такая осенняя шикарная картина. Вот, прикольно. Мне нравится. Вот такая картина, возможно, видели у меня раньше в моих видео. Вот, Стич. Достаточно мрачная картинка. Еще одна мрачная картинка. И эту картину разрисовывала моя подруга.
Но самое интересное, то, что, возможно, вас волнует больше всего, да, о том прекрасные, о том замечательные, интересные картинки. Если вам понравились иллюстрации, вы можете сразу себе его отметить. И следующий вопрос, который наверняка вас будет волновать, насколько сложный он. Сложность может заключаться всегда в нескольких аспектах. Первый аспект это может быть просто очень мелкие детали. Второй аспект это может быть просто очень много цветов. Насколько здесь все это есть? Я скажу так. Здесь все посередине. И мелкие детали, они присутствуют, но их не так много, и их вполне реально прорисовать брашем. И цвета, да, здесь цвета есть своеобразные, и у вас могут закончиться некоторые цвета, если вы будете активно разрисовывать, раскрашивать этот тон. О каких цветах идет речь? Давайте посмотрим просто на палитры. Это зеленые, зеленые, коричневые, зеленые, 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 коричневые, коричневые. Я просто так рандомно открываю. Коричневые, зеленые, зеленые, опять-таки разные коричневые, коричневые там какие-то темные цвета, да, здесь что-то как-то по-другому, опять-таки коричневые, разные зеленые, также голубые, понятно, нам понадобятся. Коричневые такие темные, да, коричневые и зеленые. Опять тут тоже и присутствуют зеленые, зеленые, коричневые, что-то в такое уходящее, в более темные цвета. Почему? Потому что если мы посмотрим на ответы, то почти на каждом, на каждой картине у нас присутствует какая-то зелень, потому что это nature у нас, да. Сложно ли порисовать эти картины? На самом деле, давайте откроем какую-то картину, ну, например, эту. По цветам, как вы видите, здесь там было достаточно много темных, но на любой картине мы включаем свою логику. Что будет, если я нарисую облака и небо, вот это вот темно-синее, ночное, немного другим оттенком? Ничего не случится. Я так и сделала, я не подобрала точь-в-точь такого темно-темно-фиолетового, и у меня эти облака немножко ярче получились. Что будет, если вот этот вот серый, два вот этих серых цвета не будут совпадать точь-в-точь, как в ответах, либо как на картинке? Ничего. У вас просто будет немного другой вот этот вот бугорчик, на котором сидит сыпа. То есть это все абсолютно посильно где-то что-то подправить. Дальше мы смотрим на картину. У нас здесь на самом деле в этой картине всего лишь два зеленых. Этот зеленый использовался у нас как и на кустиках, так и на футболке и на очках цыпленка. Здесь работает простое правило. У нас один зеленый темнее, а другой светлее, чтобы был вот этот вот эффект. Все. Если вы не попадаете точь-в-точь с оттенком, ну ничего страшного не случится. Главное, чтобы у вас кусты не стали фиолетовыми. Поэтому подбираем цвета по такому принципу. Здесь нет какого-то огромного набора, там, не знаю, оттенков 25 коричневого в одной картине. Здесь такого вы не встретите. Вот, например, тут 3 оттенка зеленых. Ну, можно сказать, вот что-то похожее. Раз, два, три, четыре. Вот такие оттеночные цвета. Все очень просто подбирается. Светлее, темнее, еще темнее и самый темный. Вы просто в этом оттенке, в этом ключе вы смотрите то, что у вас есть в наличии. Точно так, там какие-то оранжевые, коричневые. Все это подбираете достаточно интуитивно. Здесь нет какого-то такого... Возможно, вот есть, например, картины, да, где, ну, нужно будет постараться. И такие вот там цвета, где-то это, можно сказать, цвета кожи, телесные такие, песочные найти, более рыжие, коричневых разных.
Но это далеко не каждая у вас картина такая будет. Вот здесь, например, тоже может показаться, что сложновато. Давайте с вами посмотрим на 27-ю картину. Здесь у нас какие-то фиолетовые и достаточно темные цвета. Когда мы смотрим просто на цвета, кажется, да блин, я не подберу. Когда мы смотрим сюда, мы понимаем, что она здесь, наш чеширский кот, он у нас сам весь фиолетовый, где у нас используется там раз, два, три, четыре, примерно 4 оттенка его фиолетовых, а вот эти вот более темные цвета, где совсем прям в черный, в темный такой уходит, и вот, например, цвет 1, 6 и 8, их сложно различить. Если у вас такая ситуация, цвет 1, 6 и 8 сложно разрешить, вы их просто находите на области. Ну, один, скорее всего, это обводка. Всегда у нас один стандартный это обводка. Понятно, это черный поска берете и не паритесь. Дальше ищите, что у вас 6 и 8. И вы поймете, что у вас, скорее всего, это вот эта какая-то область, либо вот эта область, и вы уже поймете, чем вы можете заменить это. То есть на самом деле, если у вас будет не тот оттенок вот этих вот фиолетовых синих кустиков, и вы их там нарисуете, как в вашей душе захочется, да хоть желтыми их нарисуйте, либо зелеными нарисуйте. Ну, будет просто чеширский кот в зеленых листьях. Ничего страшного не случится, если вы не подберете такие оттенки. Либо точно такие не подберете, подберете какие-то другие. Главное, чтобы вы выбирали от самого светлого, вы считаете раз, два, три, четыре, пять. У вас должно быть 5 вот этих вот цветов, которые сочетаются между собой. Просто подбираете 5 цветов. Я давно уже перестала париться, когда у меня не соответствует на 100% цветовой код с моими маркерами, потому что это просто, ну не то, что невозможно, возможно подобрать, но вы не купите всех маркеров в мире. Если мы говорим о сохранении нашего здравого смысла, бюджета, и чтобы рисовать картинки в удовольствие, да забейте вы на этот идеал, который у вас отображается здесь и который отображается в ответах. И в большинстве случаев у вас ключ не соответствует той картинке, которая у вас здесь отображается. И иногда в ключе лучше цвет, иногда в ключе вообще абсолютно бредовый цвет. Вы смотрите, а у вас и тут персонаж какой-то, ну, не очень красивого оттенка. Ну, вот мне не всегда нравится, как они изображают принцесс. Вот, например, на моей картине мне не нравится, как я эту принцессу нарисовала. И мне в ответах не нравится, как она изображена. Ну, вот как-то что-то неудачно. Мне вообще кажется, что эта тень здесь неудачная у нее на бороде, на подбородке. Ну, как-то так. А, важный такой, скажу, самап, наверное, какое-то заключение. А, вот что нужно, если я хочу Tom Nature, что мне нужно? А, Гуангна на 168 и все маркеры Лангуо. Если Гуангна у вас на 220, вообще зашибись, классно. Но Гуангна на 168 и все маркеры Лангуо вам покроют потребность вашу полностью, и вы сможете почти каждую картинку здесь нарисовать и подобрать цвета. Коричневых в Лангуо предостаточно. Гуангна тоже можно найти. Зеленых также выбор есть, они подходят, которые есть в этих наборах. А так здесь достаточно разные цвета нужны, и вы можете выбирать. Ну, не хотите вы коричневое что-то рисовать, да, вы можете выбрать что-то поярче, посветлее, поразнообразнее. То есть голубенькие разные. То есть вот вообще какие-то такие прикольные серые цвета. Вот тут вообще нет зеленых и нет коричневых почти.
Да, то есть можно и такие найти себе картины, где не используется ни зеленый, ни коричневый, если вы устали от них. Но то, что вам их нужно будет, этих маркеров больше, если вы будете регулярно раскрашивать, у вас просто эти маркеры могут закончиться, как у меня случилось с одним из моих коричневых. Вот, поэтому будьте к этому готовы, что нужно будет дозакупать либо ланго, либо гуангну потом дозакупать, так, чтобы вы не расстраивались заранее. Следующий момент, который может показаться вам где-то новым, если вы были на самых простых раскрасках типа Том 4, либо портреты с Аладдином, либо вы раскрашивали трампе, тома, каких-нибудь там Микки Маусов, смурфиков, то здесь у нас появляются цветные контуры. Как вы видите, на этой картине цветной контур. На этой картине это не черный контур, он цветной. На этой картине у нас несколько цветных контуров, то есть мы видим рука, его наряд, ее наряд. Это разные контуры. И тут, насколько вы классно умеете рисовать брашами. На самом деле эти контуры не такие уж и тонкие, чтобы прям. Но если у вас будут ручки Лангуо, они вам помогут нарисовать это аккуратнее. У меня проблема с аккуратностью, я брашем не всегда могу нарисовать ровную линию. Поэтому мне ручками значительно проще рисовать такие цветные контуры. Но если вы классно владеете брашем, либо у вас есть какой-то набор из пластиковых наконечников, они могут вполне вам пригодиться. Но можно вполне себе обойтись простыми брашами. То есть здесь не нужно покупать ручки, чтобы вырисовывать какие-то мелкие детали. Мелкие, они здесь относительно. Ну, то есть вот перо. Его вполне свободно можно нарисовать брашем. Какие-то листики, кустики. Все можно нарисовать брашем. Вот эта картина, да, здесь вот цветочки, котик. Можно вполне себе также аккуратненько, не спеша нарисовать брашем. Как вы видите, не всегда используется цветная обводка, иногда используется и черная обводка. И для черной обводки вы знаете, что Поско нас выручает всегда. Поэтому я вас призываю покупать эту раскраску как level up после того, как вы начинаете. Не берите много легких томов, вы от них быстро устанете. Вот у меня 2 легких тома, и, честно говоря, я не хочу к ним возвращаться. Мне нравится том Nature, он абсолютно мне стал посилен после того, как у меня появились маркеры Лангуо. С одними Гуангна я думаю, что можно здесь раскрасить большую часть картинок, но просто нужно будет дольше посидеть, поподбирать цвета. Слангуа и Гуангна это вообще не составит вам труда. А если у вас еще какой-то набор есть, даже не задумывайтесь, берите, потому что на самом деле сюжеты здесь прикольные. Я не знаю, почему этот том настолько недооценен всеми любителями раскрасок Дисней, но мне кажется, он идеален, в нем какой-то такой баланс сложности и несложности. Да, я понимаю, что некоторые девчонки и мальчишки хотят острых ощущений и покупают там «Ледниковый период», том 11, «Злодеи», «Love Story», чтобы чисто позаморачиваться. Да, в этом есть какой-то свой прикол, но иногда хочется не заморачиваться, а сесть, собрать себе с десяточек, с 15 маркеров и просто покайфовать. Да, еще здесь белый цвет, он не разграничен, и он вот такой вот белый красивый остается, как плюсик. Поэтому я вам советую брать этот том, когда вы
уже просто убедитесь, что это хобби вам подходит, вам нравится раскрашивать, можете смело брать этот том даже с каким-то минимальным набором маркеров. Поэтому э, я вам рекомендую приобрести том Nature. Вы не пожалеете ни в коем случае. Ну а у меня на моем YouTube-канале скоро выйдет еще один интересный обзор про как раз-таки спорный том. Это том 11. Да, я тоже пошла в ту степь, тоже решила взять острые ощущения себе. И после тома Nature, да, я вам открою том 11. Об этом интересном опыте я расскажу в следующем видео, так что будет много интересного. Не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. В описании вы найдете, как можно поддержать мой канал, если у вас есть такое желание. Всем спасибо, до новых встреч, всем пока-пока.